Всем привет! Сейчас мы находимся в офисе Нави, где сегодня будем общаться с прибывшим из Кореи игроком нашей StarCraft команды Эпизергом. Скажи всем привет! Всем привет! Вот. Ну и первый вопрос, который я тебе хочу задать, как вообще было в Корее, то есть ты приехал, там, что было прикольно? Все прикольно, мне очень понравилась Корея, там вообще как будто приехал в совершенно другой мир. Вот. В общем, много тренировался. Ты вот жил в этом гамхаусе, там были фотки прикольные, там вообще, я видел, в принципе, дом небольшой. Сколько там вообще на вас жило? На самом деле, это получается квартира четырехкомнатная, и получается мы там и жили, и тренировались, и все есть. В общем, там все условия, все, что необходимо, все есть, то есть там стиральная машина, микроволновка. Так а с кем ты, получается, жил? Ты говорил, что в последние дни приехали какие-то европейцы, а до этого ты там сам, да, жил с кем-то? Сначала первые дни я приехал сам, практически жил, потому что все уехали на MLG, а потом все, получается, приехали с MLG, и в итоге я жил с кастерами JSL, иностранными комментаторами, это вот Доа, Вульф, Молтреп. Еще там живет Торч, организатор этой всей, получается, не корейской тусовки. Вот. И еще корейский комментатор Джисаду. А потом уже подъехали игроки, подъехал Слог корейский, корейский американец. Сейс или Сася. Как, кстати, у них правильно читается? Сася. Сася, да? Да, все-таки Сася. Сася швед, потом был QXC. FX Open QXC американец. Да. Потом подъехал еще Феникс на пару дней еще подъехали, вернее, на один день еще подъехали на Нива с Тарзаном. Но вы с ней вообще там хоть успели потусить, или ты все время, знаешь, это вот кванг, значит, корейчики выносили? В основном, конечно же, ради чего приехал, то и делал, то есть в основном я только тренировался. Нет, так по стримам там понятно, в 5 часов утра, я опять на стриме, и давай погнали, или там в 12, ты вообще там, как ты вообще отдыхал, скажи так? Отдыхал, но в основном спал. Самый лучший отдых, это сон, естественно. А так, конечно, надо делать перерывы какие-то, особенно на спорт какой-то, на какие-то движения, потому что так постоянно сидеть невозможно. Мы, например, с QFC постоянно бегали на речку, и там на реке куча стадионов, там есть бейсбольный стадион, футбольный, баскетбольный, и куча таких стрит-воркаутов, таких тренажеров. Ага. Ты был уже в всяких там профессиональных командах, с тренерами общался корейскими, как они, тренеры заставляют своих игроков там именно делать какие-то физические упражнения, какую-то, может, есть, не овсянку с утра, молоко с хлопьями, или как-то такое. Таких прям жестких подробностей я не знаю, но вообще там все практически корейские команды, у них есть спортзал, и они ходят в этот спортзал. То есть там, как они занимаются, это уже от них самих зависит, но сам факт, что они какое-то кардио хотя бы, то есть какой-то фитнес минимальный делают. Это не просто для тупое задротство, а хоть как-то они физически стараются делать разминку. А так вообще, что касается распорядка дня, то в каждой команде он свой. Например, у Слэйерсов идет самый четкий распорядок дня, там они с 11 утра до 11 вечера тренируются упорно, там может с перерывом на покушать. А так они еще играют до 3-4 утра, то есть они очень много тренируются, и у них именно распорядок тренировок очень жесткий. То есть у них идет все расписано. Допустим, в некоторых других домах в прохаусах там попроще, то есть там посвободнее. Ты, по-моему, говорил, да, что можно в любое время суток найти себе партнера, то есть поиграть, потрениться там, да? В принципе, да. Постоянно кто-то не стоит. По крайней мере, на ладере ты точно хоть кого-то так найдешь. А так у корейцев, допустим, когда у них идет выходной день, то они все равно играют. Расскажи, вкратце, ты играл на ладере, да, там был, получается, в топ 250, да, или там даже больше? Топ 150, по-моему, даже, да? Доходил вообще в первую сотню, просто потом пошел. Расскажи, как так получилось, что ты там буквально 2 часа вышел погулять и не попал в Грандмастер-лигу? Так получилось, просто точно не знали, когда именно Грандмастер появляется. И получилось, мы с QXC пошли бегать, приходим, и уже там слотов 50 занято. То есть, он тебя, знаешь, так подманил, пойдем побегаем, все там играем, да, Да нет, а так потом чисто за углом тебе случайно. корейчик, спасибо, не надо его в Грандмастер-лигу. Да не, просто так получилось. Кстати, Саси сейчас перешел в Грандмастер-лигу, его можно поздравить. Сася, поздравляем. Да, Саси красава. Так на самом деле, просто если было больше времени, то я бы перешел, потому что там рейтинг у меня хороший. Единственное, что не попал на по времени.
А знаешь, что мне интересно, как бы, вот ты стримил свои игры, как бы, как тебя там, вот то, что ты именно конкретно стримил, как бы играл, там, общался в чате там, с народом, тебя это не отвлекало от именно самого процесса тренировок? Ну, на самом деле, вот тренироваться в Корее это очень большой стресс, потому что как бы, нету таких, так сказать, индикаторов скилла. Например, в Европе есть каждый день онлайн какие-то капы, ты, допустим, отработал какую-то стратегию, ты пошел на онлайн кап, там, выиграл онлайн кап, понял, я уже крут. Да, или там дошел до полуфинала, ну, там, в топ, и ты понимаешь, о, вот эта страта работает, вот я лучше стал играть. Вот я раньше вот этого игрока не мог убивать, сейчас я его вот выиграл. Вот. А в Корее вот есть только GSL раз в месяц и все. И ты просто сидишь, тренируешься, и ты чувствуешь, что есть прогресс. А в GSL там сколько? Более 500, да, людей, то есть, как бы, в принципе, рандом большой. Не, ну как рандом, как выигрывать сильнейший, там просто им надо поработать над картами. Ну сейчас, допустим, 3 сентября отборочные будут, то у них уже карты хорошие будут. Именно GSL-овские карты, без шаттердов, вот этих металлов и ксилнак. Там уже сбалансированные карты идут, и там уже по-честному будут отборы. Потому что отборы, которые я проходил, там была пещера Ксилнага, которая очень паршивая для зерга, Металлополис, который был хороший для зерга, и Шеттерд, вообще он похуже для зерга. Но получалось так, что все зерги сливались на пещерах, выигрывали металл, а на Шеттерд была очень такая сложная игра, фактически у всех. По сути, был один такой, да, как бы там 1-1 и третья игра решающая. Ну да, по сути, так и есть. Как бы, чем ты вообще там питался, там, как там, собачатинка вкусная? На самом деле, собачатина то же самое. Я нашел палочки. Да, на память. Палочка у меня с собой есть. У меня вперед. Трофейная? Конечно. Покажи, кстати, эту штуку, вот, что тебе дали в Корее. Да, это вот на телефон получается. От SKT-1. Кто знает. Поднеси ближе, потому что не будет видно. Так, подъеду. Вот, SKT-1. Именно чуть-чуть реклама называется. Получается, кто знает. Оплачено просто все как бы, да. Да, кто знает команду СК Телеком. Ну вот, я ходил на финал про-лиги, именно. Очень повезло, что они сначала хотели сделать ее в Китае, ну вот, но в Китае тайфун, и ее перенесли обратно в Корею. И мы как раз таки на нее попали, это был огромный стадион вообще в детском парке, огромнейшем. Был очень большой стадион, там куча народу было, это был самый посещаемый. Ты со всеми общался, как бы, с там геймеров там видел на фото, как они вообще, ну как именно конкретно как люди? Или они, да, что ну как люди, у них задроты, боты, как бы, там ничего там. Нет, там на самом деле они очень все неплохие ребята и очень так разносторонне развитые. То есть нет такого, что я только из котла и все. Ну, вот. И что самое классное, что у них нету звезды. То есть нету такого, что я про, я самый лучший, не подходи ко мне. Наоборот, они очень дружелюбно относятся, особенно вот к иностранцам, когда про геймерам, то они очень так с уважением относятся, и им как бы интересно, им очень интересно. Ты говорил, тебя узнавали, да, потом уже в какой-то момент корейцы? Ну да, получается, в первую неделю, когда там провел, то меня уже все тренера знали. Ну вот, лицо. А потом уже знакомился, там, фотографировался с прогеймерами, знали. Еще когда онлайн с ними тренировался, то уже шарили. Вот. Ну, то есть, например, вот, допустим, в Несте, да, трехкратный чемпион, и он очень хорошо отнесся. Там получилось, я ему немного помог готовиться к его матчу, GSL Кудес. Просто Нести, он перед матчем своим, он любит не столько играть, сколько думать, как ему лучше сыграть. И он просто берет, просит знакомых зергов каких-нибудь поиграть на вот такой вот мапе, вот против там терна какого-нибудь. И он просто смотрит эти вот пару игр, и потом он принимает для себя решение, какую стратегию лучше выбрать, потому что он видит всю как бы, картину со стороны. И получается так, что я для него как раз таки перед его играми с МВП играл вот так вот. И потом на следующий день я к нему подошел, ну, вот, сказал, вот это я, ну вот, привет, ну и он как бы, очень хорошо отнесся и пообщались. А с кем же из этих таких известных людей поиграл там? Ну так много с кем, просто не всех знаешь, потому что все играют под смурфами. Ну вот, а так играл я, вот с Зенью играл, с Инснейром, с MVP тем же играл, играл с Genius'ом, с Пумой. Ну то есть много очень игроков, и еще куча народу, у которых аки корейские. Я только в последнюю неделю в Корее я уже научился читать, уже полностью знал алфавит и умел читать ники даже. Ну вот, а так у них ники непонятно. Нет там ников там в плане, короче, там по-корейски, там я натащил топор, или там, короче, там Вася крутой. А там есть вообще рандомные ники абсолютно. То есть у них как есть как нормальные ники, так и вот тот же самый рандом, как у нас там.
не знаю, робоципы там всякие. Понятно, прикольно, корейцы. Что-то хотел спросить еще такой момент. Вот ты когда играл, да, как бы, то есть у нас было вообще сложно перейти на какой-то корейский стиль? Он уже, в принципе, отличается от европейского стиля игры. Ну, корейский стиль, он намного агрессивнее. То есть там, допустим, в Европе все любят играть макро, потому что механика именно микробоев, скорости пониже европейцев, поэтому они любят макро. Вот я поставлю еще одну базу, поставлю больше войск, и идет армия на армию. А корейцы, они намного агрессивнее, то есть олыны там с одной, с двух баз, у них очень жесткие тайминги. Но самое первое, что бросается в глаза, это их микро. Микро, особенно микротернов, это вообще жесть. Я, допустим, когда первый раз приехал, я вот начал играть, там, допустим, 2 медивака, вот, дроп мне, куча мариков на мейн, у меня собачки, есть еще 6 бейнингов. Ну, я, в общем, в Европе я уверен, что вот, я отбиваю, все, четко. Я начинаю его там окружать и забегать, а он мне просто перефокусил всех бейнингов буквально за 2 секунды, именно так перещелкал на хит-энд-ране. Я так смотрю просто, как так вышло? Расскажи, почему тебя назвали Кванг Зерг? Ну, это когда правильно читается, на самом деле. Ну, Кванг это по-корейски банг-банг. Вот, это от того, что вот я когда стримил, то очень хорошо слышно клавиатуру. Вот, что вот так вот стук постоянно. Еще от того, что иногда пианист, да? Они сами также играют быстро по клавиатуре? Да. Просто смотря какая клавиатура, какой звук. Так просто у меня на стриме было очень хорошо слышно. Ну вот, а так не, да, все играют так. Хорошо, как бы давай, в принципе, уже долго с тобой общаемся, там остальные вопросы, я думаю, тебе задаст Харн в интервью, как бы, ну, там, по игре, по всем этим вещам. Вот до ВЦГ остается буквально там 2 недели, и как бы вот как ты планируешь выигрывать ВЦГ Украина? Ну, как прийти выиграть? Хороший настрой. Ты будешь как бы вот сейчас отдыхать после как бы Кореи, там, знаешь, вот какая-то смена климата, там, смена, опять же, часовых зон, то есть как ты планируешь ближайшие дни провести? Ну, нет, наоборот. У всех, кто приезжает с Кореи, самая первая ошибка, что они расслабляются и начинают уже не так играть. Особенно, когда они в первую очередь начинают играть с европейцами, они понимают, что они уже намного сильнее, чем были раньше. Но это, допустим, ошибка очень многих игроков известная. Ну да, не будем называть. Да, не будем называть, да. Поэтому, наоборот, буду сейчас стараться играть как можно больше, чтобы остаться в этом же темпе, в этом же ритме, чтобы не расслабляться. Хорошо, спасибо тебе за интервью, как бы удачи, всех мочим. Всем пока.